Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина Никита. Новая работа — утилизация старых джинсов. Я порезала джинсы, взяла линейку, сделала полосы, но нам такие длинные полосы не нужны. Вот эти лишние неровные обрезки, мы их не выкидываем, они нам пригодятся. Полоски желательно брать одной ширины. Но длина полосок будет зависеть от вашего рисунка. Вот мои полосы разной цветовой гаммы я взяла. А это наши обрезки, какие нам также пригодятся. Пока что до конца работы ничего не выкидывайте, даже вот такие маленькие. Нам понадобится любая основа. У меня нетканое полотно, иглопробиваемое. Можно взять любую ткань, какая вам не нужна. Здесь будет не видно. У меня 77 на 46. Но размер вы берете свой. По кругу я отмерила 10 сантиметров от края. И серединка у меня получилась 55 на 26. Я теперь делю пополам, чтобы был у меня ориентир. Прочертила центр. Из любого лоскутка мы делаем треугольник. От него зависит, как у вас будет направление. Сделаете пошире, то и полоски у вас лягут по-другому. Сделаете чуть-чуть покруче его, то полоски лягут уже по-другому. И теперь мы с вами пришиваем наши полосы. Вот смотрите, если мы пришьем вровень нашему треугольнику, мы отворачиваем, у нас здесь пустота. Нам нужно обязательно немножечко поднять кверху, но строчку начинаем от начала нашего треугольника и заканчиваем прям по нашему центру. Когда мы отвернем, у нас вот эти излишки мы с вами отрезаем. Лишнюю верхушечку мы с вами отрезаем. У нас здесь строчки нету. Теперь другую полоску мы также поднимаем чуть выше. Отсюда прокладываем строчку прям по прямой. И излишки этой полоски мы с вами отрезаем. Нам эти излишки не нужны, они будут только нам толщину создавать. Ну а теперь вот так по прямой мы отрежем эту полоску. Теперь мы с вами берем другой цвет. Мы начали с правой, закончили левой. Также правая, левая, правая, левая. С какой начали, с такой и начинаете другой цвет. Также чуть поднимаете выше, чтобы у вас не было здесь отверстия, пустот. И прошиваете по прямой. Девчонки, если у вас есть декоративная вышивка на машинке, вы сразу, когда прошили полоску, можете пустить декоративную строчку или сделать просто отстрочку. У вас будет очень красиво смотреться. Ну вот, смотрите, пустила коричневый цвет. И так мы идем до конца, до нашей пометки. Но мой совет, когда вы пришиваете полоски, лучше их сразу или отутюживать, или пускать декоративную строчку. Полосы мы с вами пришили. У нас с вами есть метка, но ее не видно. Мы по линеечке начертим полоску, все лишнее отрежем. Вы знаете, очень много каналов интересных, которые вот действительно вдохновляют на какое-то творчество. Посмотрев Аллу Кобец, и она меня научила в своем видео, как ориентироваться по метке, чтобы был центр у нас ровный. Хотя у меня было очень много таких работ в полоску. Вот что у меня получилось. Пришила полоску по кругу, отутюжила, пустила декоративную строчку, просто зигзагом. А теперь у нас самое такое интересное. Мы будем использовать вот эти маленькие обрезки. Мы их можем положить как угодно, в любом порядке, прошить туда-сюда. Со временем у вас джинса забахромится и будет красиво смотреться. Но нет, я лоскутки разрежу и немножечко их закруглю.
И буду пришивать. Сейчас. Буду прошивать вот так. Целиком их по кругу не надо прошивать. Вы проходите строчкой, чуть-чуть заходите вовнутрь, потом прошиваете еще одну, заходите вовнутрь, и потом сверху мы еще будем накладывать, пускать ряд вот таких лоскутков. Самое главное, вы посмотрите свою последовательность, чтобы они у вас ложились нормально, и вы могли без труда их прошить. Для удобства прошивания зафиксировала булавками. Мне удобно будет. Я прошила, отодвинула, булавочку отколола и пошла дальше. Когда будете прошивать, прошейте сначала один ряд, потом второй. Если вы выложите сразу 2-3 ряда, как вы задумали, то вам шить будет неудобно. Первый ряд прошила, а вот это мы просто дополняем. Пришиваю я свои заготовочки, овальчики не по кругу. Сначала сделала первый ряд, второй ряд, потом перехожу. Первый ряд, второй ряд. Сбоку оставляю место. И сейчас у меня пойдет первый ряд и второй ряд. Посмотрите, как интересно все получается. Прошила я свои кругляшки, овалы, камешки, как хотите, так назовите. Отутюжила, срезала все лишнее, сделала отстрочку, декоративную строчку, пускала в некоторых своих детальках. Посмотрите, как это симпатично очень даже выглядит. И теперь нам нужно обязательно это все выровнять под линейкой. И берем на обратную сторону любую ткань и окантовываем край. Вроде все ровно, да? Но когда вы прикладываете длинную линейку, посмотрите, вот они, ваши излишки. Мы их должны обязательно срезать, чтобы наше изделие было ровное. Потом складываете пополам и проверяете углы, совпадают или нет. Иногда бывает в кость. Вроде ровно выровняли, а получается неровно. Взяла нижнюю ткань и сейчас все выровняю и в некоторых местах зафиксирую булавками, чтобы было проще. Или вы пустите прям по краешку, по кругу строчку, а потом делаем отделку. Обратная сторона у меня портьерная ткань. Я вырезала полоску, соединила между собой, потому что они были не длинные. Пришила с изнанки. И теперь просто делаю подворот и прокладываю строчку. Работа моя полностью готова. Окантовку я не стала джинсовой тканью делать, потому что получится очень грубо. Очень даже симпатично, мне нравится. Хороша с изнанки, это портьерная ткань, и хороша с лица. Теперь можно смело дарить каким-нибудь дачникам. Можно использовать как сидушку, как коврик. Сидушка на лавочку, на те же качели. Но коврик, конечно, не под ноги, куда-нибудь в баню или в ванную комнату. Мне очень нравится. А вам? Вы пишите комментарии, подписывайтесь на канал, присылайте смайлики. С вами Валентина Никита. Ну, а мне остается немножечко поработать ножницами, слегка, где-то что-то подровнять. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. С наступающим вас праздником. Всего хорошего, доброго. Заходите почаще в гости на мой канал.